Привет, Эвай! Добро пожаловать на Тэхён и Чингук Инсайты, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От срочных новостей до трогательных моментов у нас есть все, что вам нужно. Обязательно подпишитесь и оставайтесь с нами, потому что контент BTS уже в пути. В тот момент, когда Тэхён вернулся, с Чингуком произошло то, к чему никто не был готов. Он не улыбнулся. Он не помахал рукой. Он сделал нечто настолько неожиданное, что персонал BTS вмешался, а камеры зафиксировали все. Что это было? И почему ARMY немедленно запаниковали, как только увидели реакцию Чингука? Вы вот-вот увидите момент, который изменил все. Свет на арене едва успел погаснуть, как энергия в зале изменилась. Сначала это было едва уловимо. Просто рябь по толпе, шепот, передающийся от одного ARMY к другому, словно они чувствовали, что должно произойти нечто необычное. Когда Тэхён появился на краю сцены, впервые выйдя в свет прожектора после своего возвращения, весь зал взорвался. Но Чингук отреагировал по-другому. Камеры поймали его в середине движения. Его рука инстинктивно поднялась, словно он собирался помахать, но внезапно остановилась на полпути. Его выражение лица смягчилось, почти рухнув во что-то незащищенное, искреннее и шокирующе уязвимое. На мгновение он выглядел так, словно его накрыла волна эмоций, слишком сильная, чтобы ее скрыть. Персонал заметил это немедленно. Один координатор шагнул вперед, тонко сигнализируя ему оставаться на своем месте. Но Чингук не двинулся. Вместо этого он стоял совершенно неподвижно. Взгляд, прикованный к Тэхёну, рассказывал тысячи историй. Истории об упущенном времени, невысказанных чувствах и связи, которую фанаты всегда чувствовали, но редко видели в столь чистой форме. Тэхён сначала не видел его. Он приветствовал толпу, широко улыбался, пытаясь приспособиться к оглушительному реву, который приветствовал его возвращение. Но когда он, наконец, повернулся и заметил Чингука, стоящего там, между ними что-то мелькнуло. Это было так быстро, что персонал попытался заблокировать камеры, но не успел. Объектив уже зафиксировал расширение глаз Тэхёна, микросекунду колебания, сжатую челюсть, словно он сдерживал что-то более сильное, чем простое приветствие. Чингук сделал шаг вперед, и персонал запаниковал. Сценический режиссер бросился ближе, шепча в свою гарнитуру, пока менеджер площадки жестом показывал Чингуку оставаться в строю. Чего бы они ни боялись, они боялись этого достаточно, чтобы вмешаться немедленно. Но Чингук, казалось, никого из них не слышал. Как будто шум арены, инструкции персонала, вспышки света – все исчезло. Все, что он, казалось, видел, это Тэхён, который теперь тоже медленно шагал к нему. Напряжение в воздухе стало таким густым, что толпа почти затихла, наблюдая, как две фигуры на противоположных концах сцены притягиваются друг к другу чем-то невидимым, но безошибочно узнаваемым. ARMY в сети позже описали это как момент, который не ощущался моментом. Что-то слишком личное, слишком тяжелое, слишком реальное, чтобы быть частью представления. Когда Тэхён наконец подошел к нему, Чингук прервал зрительный контакт всего на секунду. Глядя вниз, словно пытаясь взять себя в руки, но микрофоны уловили тихий выдох, который он выпустил. Вздох, который звучал как облегчение и неверие. Тэхён прошептал что-то слишком тихо, чтобы камеры могли это уловить, но чтобы он не сказал, это заставило плечи Чингука слегка задрожать. Это было недостаточно драматично, чтобы выглядеть постановкой, но достаточно эмоционально, чтобы персонал немедленно подал сигнал операторам перевести фокус. Один из них даже шагнул вперед, чтобы заблокировать кадр, понимая, что момент становится гораздо более личным, чем обычно допускает телевизионное вещание. Но фанаты уже увидели это. Клип разлетелся по социальным сетям в течение нескольких минут. Переигранный, замедленный, увеличенный, проанализированный со всех сторон. ARMY заметили все. Дрожащий вздох Чингука, сжатые губы Тэхёна. То, как их руки чуть не соприкоснулись, прежде чем персонал вернул их на свои позиции. И хотя живое выступление продолжалось, как будто ничего необычного не произошло, правда была ясна любому внимательному наблюдателю. Чингук боролся с чем-то мощным. Это проявлялось в том, как он продолжал коситься в сторону на протяжении всего выступления.
как его голос сорвался во время одной строчки. Как Тэхён, казалось, избегал смотреть прямо на него после этого. Что бы ни произошло в те первые несколько секунд, это было больше, чем реакция. Это был момент, который, казалось, готовился годами, рожденный отсутствием, воссоединением и эмоциями, как контролируемыми, так и неконтролируемыми. Все это было поймано камерой, прежде чем кто-либо успел это остановить. И мир не был к этому готов. RMY не были к этому готовы. Даже персонал BTS, судя по их лихорадочным движениям на сцене, не был к этому готов. Но Чингук, его реакция говорила о том, что он ждал этого момента дольше, чем кто-либо осознавал. И теперь, когда это произошло, ничто не ощущалось прежним. Даже после того, как свет сменился и хореография развела их в стороны, тяжесть реакции Чингука задержалась, словно тень на сцене. Он пытался сосредоточиться, пытался улыбаться, пытался выполнять каждое движение с присущей ему точностью, но камеры продолжали фиксировать правду. Его глаза были беспокойны. Каждый раз, когда Тэхён подходил ближе в формации, дыхание Чингука менялось, на мгновение становясь неглубоким, прежде чем он заставлял себя вернуться в ритм. Персонал тоже это видел. За светодиодными панелями два координатора срочно шептались, обмениваясь взглядами, словно пытаясь решить, стоит ли вмешиваться снова. Но на этот раз они колебались. Что бы ни происходило между двумя айдолами, это не было тем, что они могли поставить, прервать или контролировать. Это было слишком реально, слишком по-человечески. Тем временем Тэхён боролся по-своему. Внешне он выглядел спокойным, даже уверенным. Его улыбка была устойчивой. Его голос никогда не дрожал, но когда свет тускнел между переходами, становились видны тонкие трещины в его фасаде. Он поглядывал в сторону Чингука с выражением, которое несло больше извинений, чем любые слова, сожаление, облегчение, возможно, даже вина. И каждый раз, когда Чингук это замечал, он слишком быстро отводил взгляд, как будто эмоции были слишком острыми, чтобы смотреть им прямо в лицо. RMY, наблюдавшие из толпы, начали это чувствовать. В воздухе витало странное напряжение. Не негативное, но подавляющее. Это было похоже на наблюдение за воссоединением двух людей после долгого, сбивающего с толку отсутствия. Каждый не уверен, где он теперь находится по отношению к другому. Позже распространились слухи о том, что Чингук пробормотал одному из танцоров во время короткой паузы в номере. Микрофон этого не уловил, но фанаты, изучавшие кадры, полагали, что он сказал: «Я не думал, что это ударит так сильно». Другие настаивали, что он прошептал что-то еще более уязвимое, что-то, что он не хотел, чтобы слышали камеры. Но момент, который по-настоящему взорвал интернет, наступил в середине выступления. В хореографии была часть, безобидная рутина, где Чингук и Тэхён должны были пересечься. Обычно они проходили мимо друг друга без остановки. Но сегодня что-то изменилось. Когда они приблизились друг к другу, Чингук слегка замедлился. Это не было отрепетировано. Это не было запланировано. Его шаги дрогнули всего на один вздох. Но этого крошечного колебания было достаточно, чтобы Тэхён это заметил. Их взгляды снова встретились. Не случайный взгляд, как раньше, а прямое, неизбежное столкновение эмоций. Улыбка Тэхёна исчезла. Чингук задрожал на выдохе, и на одно сердцебиение мир, казалось, остановился. Зрители притихли. Персонал напрягся. Сценический свет мерцал на их лицах, подчеркивая момент так, как никакой редактор никогда не смог бы воссоздать. Затем, почти незаметно, Тэхён проговорил губами что-то. 3 беззвучных слова. Камера это зафиксировала, но смысл был неясен, по крайней мере, сначала. Но реакция Чингука сказала все. Его выражение лица изменилось от шока до чего-то более глубокого, чего-то хрупкого, чего-то, что люди редко видели от него на сцене. Он быстро моргнул, опустил глаза и тяжело сглотнул. Он не улыбался до конца песни. После того, как финальная нота стихла и разразились аплодисменты, Чингук сошел со сцены быстрее обычного. Сотрудник попытался остановить его, потянувшись к его руке, но он мягко прошел мимо, не сказав ни слова. Тэхён последовал за ним на несколько шагов сзади, наблюдая, как он исчезает в закулисном коридоре с тяжелым и нечитаемым выражением лица.
Несколько сотрудников обменялись взглядами, не зная, вмешиваться ли или дать им пространство. Напряжение за кулисами было густым, удушающим, заряженным всем невысказанным. Чингук держал голову опущенной, руки слегка дрожали, когда он снимал внутриушные мониторы. Тэхён колебался у двери, глядя на его спину, словно ища подходящий момент или смелость, чтобы подойти. И когда он, наконец, шагнул вперед, в коридоре воцарилась тишина. Камеры все еще снимали. Персонал не смел дышать, потому что все знали, что следующие несколько секунд должны были раскрыть то, что накапливалось всю ночь, а, возможно, и гораздо дольше. Коридор за кулисами ощущался холоднее, чем сцена, узкий и тусклый, освещенный только тихим гудением верхнего света, который мерцал раз в несколько секунд. Чингук стоял, прислонившись спиной к стене, грудь неровно поднималась и опускалась, когда он пытался успокоиться. Он не плакал. Он никогда не позволял себе сломаться так легко, но его глаза были влажными, челюсть сжата, как будто он боролся с чем-то внутри, что отказывалось утихнуть. Шаги приближались медленно, размеренно, нерешительно. Это был Тэхён. Он остановился в нескольких футах, не зная, стоит ли ему подходить ближе. Персонал, притаившийся в углах коридора, обменялся обеспокоенными взглядами, молча обсуждая, стоит ли просить камеры выключиться, но никто не осмеливался заговорить. Тэхён тихо вздохнул, прежде чем мягко сказать «Чингука». Слова были нежными, но они ударили Чингука, как кулак. Он не повернулся сразу. Вместо этого он закрыл глаза, позволяя звуку голоса Тэхёна осесть в пространстве между ними, голоса, который он не слышал так близко слишком долго.